Ваш мужчина, кто на сегодня? Так, на сегодня, на сегодня ваш мужчина такой, во что-то когда-то он вложился, да? Что происходит в его жизни? Скорее всего, произошла какая-то на сегодня непредвиденная у него ситуация. Могло вернуться то, что когда он что-то кому-то мог что-то плохое сделать. Вот видите, как здесь колесо фортуны. Ну вот как будто вот удача отвернулась от этого человека. У человека, я еще скажу, какие-то психологические травмы есть, да? Но однозначно, вот как, чего он боялся, на сегодня это к нему вернулось. Так, что же конкретно к нему сегодня вернулось, к этому мужчине? Не знаю, эта ситуация связана с женщиной. Женщина, возможно, воздушного знака зодиака, да? Женщина, правдоруб, острая на язык. Не знаю, может, он эту женщину однозначно побаивается. Вот какая-то ситуация на сегодня у него пришла в его жизнь, вернулась. Либо, я вам скажу, на сегодня, может, вернулся вот этот именно бумеранг за эту женщину. Могу сказать одно. Какие-то вот события произошли, у него именно вот вернулось. Женщина могла когда-то от него отказаться, причем женщина могла остаться здесь с ребенком, да, женщина могла выгнать его, женщина на него однозначно зла, женщина его как-то остерегается. И на данный период времени он с этой женщиной на расстоянии. Это вот вернулось на данный период времени за женщину. Не знаю, это вы, либо еще кто-то. Так, а что конкретно вернулось ему? Что конкретно вернулось ему? Что конкретно? Ага. Здесь, скажу так, этот мужчина, скорее всего, либо он был женат, либо на сегодняшний день женат, да, он состоит в семье, либо был в семье. У него либо вы являетесь любовницей, либо была на стороне любовница, либо на сегодняшний день любовница есть. Вот смотрите по своей ситуации. Либо с этим мужчиной вы не дошли до брака. Вот сегодня конкретно он получает по заслугам за вот эту женщину. Кто это? Это женщина та, которая послала его. Он из-за этой женщины на сегодня получается так, что он что-то когда-то натворил в отношении этой женщины. И возвращается ему как вот бумеранг, что ли, здесь. Но все по справедливости. Не знаю, если, предположим, вы любовница, он вас использовал, то получается на данный период времени у него происходят в семье проблемы. Если вы были семьей, то у него происходят проблемы с той женщиной, с кем он на данный период времени. Вот я не знаю, этот мужчина, может, был ваш супругом, может быть, был вашим любовником. Вот он сейчас получает, как говорится, обратку. А что он натворил? Что он причинил этой женщине? Что он причинил этой женщине? Так, все ясно. Здесь мужчина самоутвердился. Так, скорее всего, этот мужчина, не знаю, эту женщину использовал. Посмотрите, между этим мужчиной и этой женщиной произошла какая-то ситуация кармическая. Союз был сложный. Здесь каким-то образом были замешаны деньги. Помимо этого, женщина узнала об этом мужчине какую-то правду. Вскрылось что-то. Вот что-то вскрылось. Помимо этого, мужчина здесь поступил как-то несправедливо. И вот сейчас, на сегодняшний день, как будто вот пришел какой-то вот бумеранг, не знаю, возврат. Вот что-то такое с ним творится. Это, кстати, может отразиться как на финансах. Так, что... Так, скажи, пожалуйста, еще раз. Так, почему претит возврат тебе? Что ты еще этой женщине сделал? Что ты сделал? Ясно. Этот мужчина поступил как-то, не знаю. Он мог с этой женщиной, да, поступить очень плохо. Не знаю, ой... Это вы, другая, не буду говорить, что это конкретно о вас. Здесь вообще что происходит у него в жизни, да, и кто. Конкретно вышла именно эта женщина.
женщина. Кстати, эта женщина может быть как и воздушного знака зодиака, может быть и вообще жезловой королевой, да, огненного знака зодиака. Эту женщину он уничтожил. И еще могу сказать, он мог оставить эту, повторяюсь снова, опять оставить женщину с ребенком, размазать, как будто мосты сжег. Почему эта женщина на него на данный период времени озлобилась? Женщина здесь непростая. Почему еще? Потому что увидел более выгодный вариант. Ему могли что-то предложить. Надо же. Так, еще за что тебе так все летит? За что? Что ты еще с этой женщиной сделал? Что ты сделал с этой женщиной еще? Что ты сделал? Скорее всего, возможно, не исключая того, что либо это была любовница, либо это была его супруга. Мужчина здесь не знал, кого выбрать. Помимо этого, здесь были как минимум две женщины. Здесь мужчина мог променять эту женщину, создать другой союз. Но здесь мужчина, что его заманили деньги. Вот шанс какой-то попался ему, причем материальный, хороший шанс. Женщина на него зла. Вот женщина, не знаю, может, его прокляла. Непруха какая-то у него. Еще что ты с этой женщиной сделал? За что тебе летит? Что ты с этой женщиной сделал? Я вам точно говорю. Он ее променял. У него были две женщины, причем одновременно. Создал он треугольники. Здесь мужчина такой бледун. Говорю, как есть, лапшу на уши вешал, что одной, что второй. Но здесь одна является либо матерью его ребенка. Точно сказать, что эту главную женщину он променял на деньги. Я же вам до этого сказала, появился шанс у него. Шанс. Так, еще за что тебе летит? Надо же, что происходит у него в жизни? За что тебе еще? Почему женщина тебя не хочет видеть, зла на тебя? За что ты еще с ней? Что ты с ней сделал? Что ты с ней играл с ней? Играл. Ой, он над ней издевался. Причем, я вам скажу, состояли здесь, опять говорит, был треугольник. Мужчина пытался усидеть на двух стульях. Не знаю, либо он для этой женщины был любовником, повторяюсь, лапшу на уши вешал. Он от ответственности убежал. Вот конкретно он этой женщине, не той. Он именно от этой женщины убежал, от ответственности. Здесь замешаны еще деньги, может, он этой женщине деньги должен. Если... Не буду привязывать, супруга или любовница, кто. Если у этой женщины есть дети, либо он у нее взял деньги, он не вернул, должен ей. Убежал от ответственности. Я тут ни при чем. Вот видите как, и высшие силы взялись за него. Вот так, интересно. А что ты еще с этой женщиной сделал? Что ты сделал? Он ее променял. Он ее затащил в любовный треугольник. Причем эту женщину он любил. Испытывал чувства, но параллельно у него были... Вот смотрите, я вам скажу, у этого мужчины с этой женщиной отношения кармические, с препятствиями, эмоциональный союз. Помимо этого, это его настоящий партнер. Вот именно эта женщина, которая его отсекла. Вот за нее он, наверное, здесь сделал неправильный выбор, за это ему идет как вот обратка. Видите как? Что ты еще сделал с этой женщиной? Он ее променял. Что ты сделал с ней? Все ясно. Он на нее... Скажу одно. Он ей причинил много проблем. Причем мужчина здесь вообще ничего не думал. Ему было плевать. Еще могу сказать, он мог эту женщину опозорить, оклеветать, опустить ее, сказать, что она во всем виновата. Все, он захотел выйти отсюда чистеньким. Все обязанности, проблемы. Если, предположим, эта женщина-супруга, обязанности все на нее скинул. Все, что можно и нельзя. И еще облил грязью. Это так. Так. Хорошо. Короче, он здесь ей изменил, если она была супругой. Ну-ка, хорошо. Что еще ты с этой женщиной сделал? Что ты же... Он разрушил, он ее кинул. Он ее кинул, он мог, кстати, переехать, либо она могла переехать. И союз рухнул. Причина в нем. Она могла его выпнуть, но в оконцовке повлиял на все он. А почему разрушение произошло у них? Почему у тебя с этой женщиной произошло разрушение? Почему? А он как тварь поступил. Он поступил как эгоист. Он эту женщину как и боялся, но все равно его эгоизм победил. Ему было чихать на эту женщину. И женщина начала его зеркалить. Ох, какой он злой на нее. Так, и что ты еще с ней сделал? За что тебе летит-то все-таки? Причина еще какая есть, нет? Ага, он ее предал.
Ага, он ее опять, говорю, кинул. Он ее кинул. Он ее мог оставить в такой жизненной сложной ситуации, да, он ей разбил сердце, жизнь сломал ей, причем, я вам скажу, плевательски относился. Он мог оставить ее с детьми, вот знаете, как в самый тяжелый период времени, если она супруга, здесь он по ней проехался. Измена здесь была, если супруги, да, если просто, ну, может, встречались, серьезные были отношения, здесь произошла измена, променял. И он мосты, повторяю еще раз, мосты сжег. Почему он думал, все, короче, я пошел в личную жизнь, у меня новый этап личной жизни, все, мне прекрасно, пошла ты. Я вам скажу конкретно, он от этой женщины очень легко отказался, очень легко, и ему было плевать. Вот сейчас за что тебе летит. За что тебе еще летит, скажи-ка, мой миленький, за что тебе летит? За то, что, милый мой, я вам скажу, эта женщина за ним не побежала. Не побежала, не оправдались его иллюзии, его это очень сильно бесит. Почему эта женщина на связь не выходит? Он с этой женщиной общаться хочет. Вот теперь эта женщина для него стала серьезным соперником. Он эту женщину побаивается. Да. А что? А в личной жизни что? И по всем фронтам тебя ударило? Вот скажи, а в личной жизни что у тебя сейчас? Что у тебя там? Что у тебя пошел? Ага, пошел в будущее. Он от этой женщины от прошлого ушел в будущее. Конфликты есть у него на сегодня. На сегодня ревность, какие-то там... Ну, весело у них, разборки какие-то. Что у тебя еще там в личной жизни происходит? Женщина его под каблук. Под каблук. Вот там, мадам, не исключая того, может быть, либо супруга, либо кто там, любовница, либо другая пассия. Женщина там конкретно его склоняет, знаете, как под каблук. Она пытается его учить там. Да. Кстати, женщина внимание к себе хочет конкретно. Она хочет, чтобы он для нее что-то делал. А что у тебя еще с этой женщиной сейчас в личной жизни? Что у тебя там с ней? Разочаровался в этой женщине, отстранился от нее. Вот так вот, вот тебе и бумеранг прилетел, милый мой. Ага. А почему у тебя с этой женщиной не получилось? С кем ты сейчас? Что ты с ней страдаешь? Ну скажи, что страдаешь с ней? Почему не получилось у тебя с ней? Женщина как будто его там не понимает, тупик какой-то в отношениях у них есть. Причем женщина, либо он там. Женщина однозначно хочет денег от него, чтобы он вкладывался в отношения, чтобы работал как папа Карло. Не нравится ему там. Так, все-таки что, бумеранг прилетел, что ли, в твою жизнь? Бумеранг, что ли, прилетел? Ох, конечно! Ой, мужчинка у нас инфантильно обидчивый. Посмотрите, как еще на страже своих интересов. Что здесь пришло? Ну-ка, что это туз мечей? Скажи, это что тебе пришло? Он понял, что ты понял? Ох, господи. До него что конкретно дошло? Что? Он понял здесь одно. Осознание пришло, что уже не получается, как раньше. Он же мужчинка эгоистичный здесь. Посмотрите, влюбчивый. Ходок такой. Здесь, видите, как обида пошла. Что-то, ну, не получается у него что-то там. Может, она что-то контролирует его. Что у тебя? За что ты еще ловишь бумеранг свой? За гулянки, за жмотство. Весь жмот, за свое жмотство конкретно. Хотел, вот знаете, усидеть за треугольники. Здесь вообще контролер. Вот за все это получает он конкретно бумеранг. За что ты еще получаешь бумеранг свой? А за то, что он кого-то предал, эту женщину он предал. Свалил, не проявлялся к этой женщине. Стагнация была, он ее кинул. Причем жестко. Не знаю, кого-то на деньги, может, променял кого-то на кого здесь. Но он конкретно, он ее кинул, кстати, мог сразу переехать куда-то. Он конкретно свалил. Несмотря на то, что эта женщина могла его выпнуть, но, поверьте мне, он с легкой душой свалил, испарился, все. И он был, и причем, когда он это делал, он праздновал свою победу. Но, видите, время показало, что... Мальчик, пришло время расплаты. За что ты еще получаешь бумеранг? За женщину. Женщину. Он с этой женщиной...
может супруга, может просто любовница. Кстати, если это любовница, то она может быть либо замужней женщиной, либо старше его. И денежная женщина, такое тоже не исключаю. Конкретно получает за женщину. Женщина вкладывалась в него. За то, что он над этой женщиной издевался, манипулировал. Вот за что ему летит бумеранг. Еще за что тебе летит бумеранг. Кинул ее, конкретно он ее обманывал, отстранялся от нее. Короче, он с ней делал все, что хотел. Вот за это он получает бумеранг. За что ты еще получаешь бумеранг, миленький мой, тварь такая? За то, что оставил ее, кстати, если есть дети, алименты вот у этой женщины, если это его супруга бывшая, да, есть дети, или он ее мог обворовать за свое жмотство, за свои гулянки, за то, что он ничего не делал, он ее оставил в болоте. За что ты еще получаешь бумеранг? Вот и пожалуйста. За то, что конкретно за свое блядство, говорю как есть, за свои пьянки, гулянки. Кстати, он мог на эту женщину поднимать руку. Он конкретно эту женщину мог обворовать, унижал, привязывал, причем издевался. Вот прям издевательство. И я вам скажу, он эту женщину над ней поиздевался. Помимо этого, это было либо, может, на работе, может, они вместе работали, может, у них общий дом был. Вот он за свои пьянки, за свои вот эти вот, знаете как, мог приехать, уехать за свои качели, за пьянки, за всю вот эту вот грязь, что он сделал с этой женщиной. Он сейчас получает конкретно бумеранг. Вот что происходит на сегодня у него в жизни. Вот так вот я вам скажу. Сегодня у нас был такой интересный расклад. Я думала, интересно, посмотрю-ка, что у него там происходит, да, у вашего партнера. А у него вот какая малина. Интересно. И я вам скажу, он человек жестокий, зависимый. И все женщины, которые с ним вместе, от него страдают. И поверьте мне, у него сейчас шел период, да, ну не идет, как он хочет. Но не зря же здесь пришел какой-то возврат. Все вернулось, возвращается. Так что все равно, когда что-то делаешь плохое, 300 раз подумай лучше. Вот такой был у нас сегодня расклад. С кем срезонировал, буду рада почитать ваши комментарии. Также всех благодарю за обратную связь. Принимаю наличные расклады. И как всегда я вам скажу, до скорой встречи, мои дорогие, любимые подписчики.